Привет! Меня зовут Ира. Спасибо, что вы зашли на мой канал о русском по-русски. Вы часто спрашиваете меня, как правильно изучать русский язык, и просите дать вам советы. Поэтому я решила сделать видео. И в этом видео я дам вам 10 советов, как изучать иностранный язык. Не обязательно русский. Я тоже изучаю иностранные языки. Я учу английский и французский. И использую эти советы в своей практике. Если вам интересно узнать, какие советы я могу дать, продолжайте смотреть это видео. И сначала я хочу сказать спасибо тем подписчикам, кто поддерживает меня на сайте YouTube и на сайте Patreon. Вы помогаете мне быть лучше. Итак, совет номер 1. Занимайтесь каждый день. Хотя бы 10-15 минут. Слушайте что-то на этом языке. Смотрите, читайте, учите новые слова, делайте упражнения. Но тренируйте ваш мозг, чтобы он не забывал этот язык. Если вы не занимаетесь языком неделю, 2, месяц, я думаю, вы сами видите, как язык уходит и говорит вам: пока ты будешь учить меня еще раз. Совет 2. Работайте над фонетикой. Когда я говорю «работайте над фонетикой», все студенты делают так. Никто не хочет заниматься фонетикой. Да, потому что это трудно. Нужно каждый день читать. Нужно стараться правильно произносить звуки. Но правильное произношение – это первый шаг, который каждый изучающий новый язык должен делать. Если вы правильно произносите все звуки, мы, носители языка, понимаем вас. Это очень важно. И часто вы спрашиваете меня, как избавиться от акцента. И единственный совет, который я даю здесь: позанимайтесь с преподавателем, профессионалом, с преподавателем-носителем языка. Самостоятельно очень трудно правильно поставить язык в своем рту, чтобы вы правильно произносили все звуки. Преподаватель-носитель языка, который занимается изучением русского языка и умеет ставить произношение, поможет вам быстро это сделать. Но будьте готовы, что вам нужно будет самостоятельно каждый день заниматься. Совет 3. Копируйте носителей языка. Когда вы слышите, что носитель языка произносит какую-то фразу, постарайтесь повторить за ним, потому что в русском языке есть интонационные конструкции. Мы повышаем нашу интонацию или понижаем интонацию в определенных случаях. Поэтому, если вы слышите, как носитель языка говорит «спасибо», это значит, что он говорит это с иронией. Попробуйте повторить за ним. Очень хороший способ. Совет номер 4. Учите грамматику. Я знаю, что многие говорят: мне не нравится делать упражнения. Зачем? Если я не буду правильно использовать падежи, буду делать ошибки, вы все равно меня поймете. Да, поймем, но зачем вы учите русский язык? Вы учите только, чтобы мы вас понимали? Или вы хотите хорошо говорить на этом языке? Найти работу, чтобы вы могли использовать там русский язык? Подумайте об этом. Совет 5. Занимайтесь разными аспектами русского языка. Не думайте, что если вы будете только учить слова или только читать, вы сможете хорошо говорить,
хорошо понимать, хорошо писать по-русски. Поэтому я советую вам, если вы занимаетесь самостоятельно, использовать какой-нибудь учебник, потому что там преподаватели, авторы, профессионалы уже написали для вас программу, где есть и лексика, и грамматика, и чтение, и аудирование, и даже фонетика. Совет номер 6. Если вы хотите хорошо понимать русский язык на слух, я советую вам больше слушать, стараться слушать подкасты, музыку или смотреть фильмы, или смотреть блогеров на YouTube каждый день. Именно так вы научите себя понимать речь на слух. Если вы хотите говорить по-русски хорошо, тогда вам нужно каждый день говорить по-русски. Лучше, если вы будете говорить с носителями языка. Совет номер 7. Используйте учебники, пособия и словари, где все написано только на русском языке. Все задания и все объяснение грамматики. Таким образом вы сможете выучить новые слова и вы сможете погрузить себя в русский язык. Вы не будете отвлекаться на другой язык, на ваш родной или на язык-посредник. И вообще я советую постараться погрузить себя в язык. Именно поэтому следующий совет: используйте русский язык в вашем телефоне или в вашем ноутбуке. Опять же, это поможет вам запомнить больше слов, а также это погрузит вас в язык. Но, конечно, если вы живете в среде языка и все вокруг вас говорят на русском языке, это идеально. Это один из лучших способов изучать язык. Следующий совет. Я советую вам найти друга или подругу для языкового обмена, чтобы вы могли видеть, как использует русский язык реальный носитель языка. Потому что очень часто в учебниках вы видите классические идеальные тексты, но в реальной жизни мы так редко говорим. Поэтому советую вам предложить помогать с вашим родным языком какому-то человеку, а он в свою очередь будет помогать вам. Отличная практика. И последний совет, который я хочу вам дать: используйте язык про себя. Что это значит? Я сама очень часто так делаю. Если вы один, и вы, например, идете по улице, постарайтесь про себя говорить, что вы сейчас делаете, что вы сейчас видите. Потому что это помогает вам, опять же, учить новые слова. Это помогает вам использовать язык чаще и чаще. Но все равно, когда вы идете по улице, вы слушаете музыку или ничего не делаете, а это будет полезно. А еще я хочу рассказать вам о конкурсе. Вас уже 50 тысяч на моем канале, и одному из вас я хочу подарить вот эту книгу. Она называется «Лексика русского языка». В этой книге очень много интересной информации о приставках и также о разнице между словами, которые похожи. Например, выбор, выборы, разные, различные и так далее. Думаю, всем она будет полезна. Итак, что же вам нужно сделать, чтобы получить эту книгу? Я прошу вас записать видео, в котором вы расскажете о том, как вы изучаете русский язык, какие способы вы используете. А также я прошу вас дать советы тем, кто только начинает изучать русский язык. Видео необходимо прислать на мою почту до 20 марта. И 25 марта я выберу победителя конкурса и отправлю ему эту книгу. Отправлю ее в любую страну, неважно, где вы живете. Лучшие видео с советами я также размещу на моем сайте о русском по-русски.
Я надеюсь, что я получу очень много видео с интересными советами, и потом вы сможете тоже посмотреть эти видео, чтобы узнать что-то новое. Надеюсь, мои советы были для вас полезными, и теперь вы сможете использовать что-то из этих советов при изучении русского языка. Я желаю вам удачи, жду ваших видео и увидимся в понедельник в 9 часов утра в новом видео. Пока!